Всем привет, ребята! Рад видеть каждого из вас. Сегодня у нас очень важная тема. Я поделюсь с вами секретом, который реально может вам помочь занять топ-место в сражении Альянса в Whiteout Survival. Казалось бы, всего одна фишка, но она способна кардинально изменить результат. И именно ее часто недооценивают даже опытные игроки. Перед тем, как мы начнем, хочу выразить огромную благодарность каждому из вас. Мы с вами активно движемся к отметке 3000 подписчиков на канале. И это невероятно мотивирует продолжать делиться контентом для нашего комьюнити. И, конечно же, по нашей традиции, объявляю розыгрыш. Как только мы достигнем отметки в 3000 подписчиков, я разыграю 5 сертификатов по 499 легендных звезд среди вас. Так что обязательно подписывайтесь, ведь до цели осталось совсем немного. А теперь поехали разбирать главный секрет, который поможет вам вырваться в топ. Перед обсуждением моей идеи для вас небольшой анонс. Как вы знаете, в предыдущем ролике про обновление, которое вышло пару дней назад, мы с вами обсудили, что нас в игре ждет новое мероприятие – Лига бойцов Тундры. Как я и думал, вероятнее всего данное мероприятие будет чередоваться с Драконьим Тираном, так как Лига стартует завтра, а Тиран ориентировочно через месяц. У нас на сервере, да и у большинства из вас, это мероприятие еще не началось. Данный апдейт вышел только на первых 200 серверах. Завтра будет происходить старт мероприятия. И если вам интересно посмотреть информацию про стадию подготовки к этому мероприятию, то напишите об этом в комментариях. И мы обязательно это сделаем с вами завтра в новом ролике. Я надеюсь, что данное мероприятие будет очередной опцией, где можно будет брать мифрил, который очень нужен нам в игре. Но узнаем это с вами буквально завтра, в случае вашего актива в комментариях. А теперь давайте перейдем к обсуждению лайфхаков мероприятий и сражений альянсов. Мероприятие сражений альянсов проходит раз в месяц. В нем ваш альянс соревнуется с другим. А само событие длится 6,5 дней. Каждый день вас ждут новые задания. И я не буду сейчас подробно останавливаться на всех нюансах. Об этом мы уже говорили в предыдущем ролике про сражение альянсов. Ссылка на него только что у вас появилась в правом верхнем углу экрана. Обязательно посмотрите его после этого видео. Сегодня же я вам расскажу, как проще попасть в топы. Но помните, базовые правила и основы мероприятия, которые мы обсуждали ранее, необходимо знать обязательно из предыдущего ролика. Как многие из вас знают, особенно из чата телеграм-канала, в котором мы с вами общаемся, я играю на сервере, где находится очень много сильных игроков, так как сервер является одним из фаворитов мероприятий в Драконьем Тиране. А после этого трансфера так и вовсе стало сложнее будет попадать куда-либо в топы в различных мероприятиях среди сервера. Я не смог забрать именную табличку за топ-25 на сервере из-за большой конкуренции в мероприятии от администрации. В кое становится довольно-таки сложно играть, но в последний раз удалось взять второе место. Да и в целом, любое мероприятие на моем сервере – это сплошная конкуренция. Я понимал, на какой сервер я иду, так как мне важно быть в команде людей, которые знают, что делать в этой игре. А вот участие в мероприятиях – это минус сильных серверов, так как конкуренция, мягко говоря, большая, в том числе и в сражении Альянса, про которое мы с вами сегодня и поговорим. Вы все прекрасно знаете, что я не сторонник данного ивента, так как многие факторы зависят в этом мероприятии. И первый, самый главный фактор – это отличие наград в случае победы либо поражения. Очень обидно, если использовать большое количество ресурсов, чудом попасть в топ и забрать награду за первое место проигравшего Альянса. Награды явно уступают победителям дуэли. Награды, напоминаю, что вы можете смотреть тут. И как вы видите на экране, награды действительно отличаются. В моем Альянсе конкуренция, мягко говоря, присутствует. Можете сейчас поставить на паузу видео и сравнить показатели с вашим Альянсом и убедитесь, что цифры явно отличаются с вашими, так как все зависит от Альянса, в котором вы участвуете. Я не понимаю, зачем люди используют столько ресурсов в мероприятии, где за поражение награды, грубо говоря, делятся на два. Тем более в этом мероприятии мой альянс потерпел поражение. Но в любом случае это дело каждого. Лично я набираю в этом мероприятии порядка 2 миллионов очков, закрывая ежедневки на минимум и параллельно закрывая двухдневные мероприятия, такие как гонка вооружений и обучение офицеров. За свои баллы я бы с трудом попал в топ-50 в своем альянсе, где награды, как вы видите, оставляют желать лучшего. А если еще и проиграла сражение Альянс, как вышло у меня сегодня, то и вовсе небольшие крохи. Как вы видите, в этом мероприятии в своем Альянсе я набрал 0 очков. В этом и заключается совет, который мы сейчас с вами обсудим. Кто-то может написать в комментариях, зачем мне это? Я играю так, как мне удобно, и не хочу заморачиваться. Но тут уже дело ваше, пользоваться советом или нет. А я уверен, что немало людей используют данный совет. Тем более с последними нововведениями стало проще это все исполнить. Даже сейчас, при съемке ролика за час до окончания мероприятия, происходит активная битва за второе место, где ребята используют немалое количество ресурсов. А я сейчас вам покажу, как это сделать все намного проще. Мы с вами заходим в текущий раздел и ознакомливаемся с первым пунктом, где написано, что принять участие в мероприятии могут только 20 лучших альянсов из таблицы лидеров государства по силе на момент начала стадии подбора. И тут, я думаю, многие из вас понимают, что я сейчас буду объяснять. Мы с вами заходим в рейтинг альянсов.
и смотрим 20 альянсов, которые доступны у меня на сервере. По такому же формату вы сейчас можете видео поставить на паузу и посмотреть свои альянсы на сервере. Лично у меня выбор альянса очевиден. Это фермерский альянс. В данном альянсе я участвую в мероприятии «Безумный Джо» со своими фермами. И по такому же формату я участвую в сражении альянсов в этот раз. Теперь мы с вами заходим в альянс и смотрим таблицу лидеров. По итогу мы видим, что со своими 1 миллион 830 тысяч очков я занимаю 9 место в мероприятии. А до условного топ-3 мне не хватает 1,5 миллиона очков. Я вам показывал свой рейтинг в основном альянсе. За свой набор очков я даже не попаду в топ-50. А тут с легкостью могу попасть в топ-3-5 и забрать неплохие награды. Чем я и займусь после съемки этого видео, так как останется пару минут до конца ивента. Тем более в этот раз мой фермерский альянс победил в мероприятии. Так что в целом я получу хорошие награды за такое количество очков. Итак, давайте подытожим. Для того, чтобы участвовать в фермерском альянсе, мероприятии Showdown, вам необходимо перед рестартом, а именно за час до него, находиться в том альянсе, где вы хотите участвовать. Говорю вам сразу, вам не нужно сидеть всю неделю в этом альянсе. Вы можете сразу после рестарта вернуться в свой основной альянс и участвовать во всех внутренних мероприятиях. Если вы думаете, что это все, что вам необходимо для успешного участия, то я вас огорчу. Для того, чтобы получать очки в рейтинг, все ресурсы необходимо использовать именно в фермерском альянсе. Ваша задача запускать машинки, забирать награды и делать атаки на другие машинки на момент нахождения вас в фермерском альянсе. В целом, лично для меня ничего сложного с переходами между альянсами. Тем более сейчас есть белый список участников альянса, где я могу с легкостью прыгать между основным альянсом и альянсом фермы. Разве что в первый и третий день нужно будет чаще прыгать между альянсами, так как в эти дни вы получаете очки за сбор ресурсов. На момент запуска и прибытия машинок вам необходимо находиться в фермерском альянсе. Перед запуском обязательно находите нужную машинку именно в альянсе, в котором вы участвуете. Так как если вы будете искать машинку, а затем перейдете в фермерский альянс, то она пропадет, и необходимо будет заново ее искать и тратить алмазы. Так что запомните это. Касательно медведя, вы можете участвовать в своем основном альянсе. Вы же понимаете, что если вы поменяете альянс, то вам достаточно просто в нем находиться на момент начала мероприятия. Лететь никуда не нужно. А вот с литейной и чемпионатом альянса есть свои нюансы. Как вы знаете, окончание регистрации на чемпионат Альянса заканчивается во вторник, за час до рестарта системы. В случае ваших прыжков между альянсами, ваша регистрация в чемпионате Альянса обнуляется, и ее делать нужно заново самостоятельно. Так что обязательно следите за этим. Советую во вторник вам сделать так, чтобы именно в этот день все ваши попытки в торговом пути в тундре завершились к вашей ловушке на медведе. Лично у меня медведь во вторник есть вечером, но я всегда хожу на мишку на 15 ЮТС. Но в этот день я пойду именно на 19 ЮТС, для того, чтобы я мог активировать все бафы на мишке. А сразу после медведя убедиться, что я сделал атаки в торговом пути в тундре и провел все 4 экспедиции. А затем уже под бафом я зарегистрировался на чемпионат. Если вы даже будете играть чемпионат Альянса без бафа, то это не критично. Но в целом, я думаю, вы сейчас поняли механику участия во вторник. Регистрацию на чемпионат Альянса и медведь вы проходите в основном Альянсе, но не забудьте зарегистрироваться на чемпионат, так как конец регистрации за час до рестарта во вторник. А сражения альянсов вы по-прежнему будете проходить в фермерском альянсе. Тут, я надеюсь, вам все понятно. Помимо этого, во время битвы в чемпионате альянса, которая проходит в 23 ЮТС и 11 ЮТС, по возможности старайтесь быть в своем основном альянсе, чтобы забрать награды за участие в одной из битв. И на момент окончания мероприятия тоже обязательно будьте в своем основном альянсе, чтобы забрать все награды. Теперь переходим к следующему препятствию, это четверг. В день, когда заканчивается регистрация участников на Литейную. Тут система работы такая же, как и на чемпионат Альянса. При выходе с Альянса ваша регистрация пропадает. И при возврате в Альянс, мало того, что вам необходимо подать запрос битвы, так еще руководитель Альянса должен вас поставить в Легион. Обязательно следите за регистрацией в четверг. Убедитесь, что вы использовали все ресурсы в сражении Альянсов. И на момент окончательного возврата в Альянс, я имею в виду свой основной, попросите руководителя после запроса битвы вас зарегистрировать. И после рестарта в пятницу можете снова прыгать между альянсами. А касательно Литейной скажу вам так. Я не снимаю видео про нее, так как тоже прохожу ее в большей степени в фермерском альянсе. А там есть свои нюансы с количественным показателем участников. Но это мы с вами обсудим в следующих роликах про Литейную. Мы с вами закончили на том, что в пятницу снова мы можем прыгать между альянсами. И так уже с чистой совестью можем с вами делать до воскресенья, до 12 ЮТС. За полчаса до конца мероприятия вам необходимо быть в альянсе, чтобы вы могли анализировать ваши позиции в ивенте и использовать немного ресурсов к финишу мероприятия для получения хорошего итогового рейтинга. Чем в целом я сейчас и займусь после окончания ролика. И постараюсь попасть в рейтинг топ-3-5. Мне нужно небольшое количество очков, чтобы это сделать. Каждый день после рестарта вам не обязательно необходимо быть в фермерском альянсе.
Можете быть смелы в основном и выполнять свои ежедневные задачи, закрытие всех ежедневных рейдов и прочих мелких аспектов. Награды за ежедневные промежуточные результаты битвы вашего альянса вы будете получать, так что можете за это не волноваться. И теперь давайте я подытожу. Кто-то сейчас скажет, что это слишком все головняково, прыгать туда-сюда, регистрироваться правильно и прочее. Да, я согласен, тут есть нюансы. Но перед тем, как делать такой вывод, еще раз посмотрите на награды, которые вы можете получить, грубо говоря, на шару. Не в зависимости от ситуации, победите вы или нет, но за место в топе вы получаете классные награды. Вот я в этот раз закрою мероприятие на топ-3 5 и получу, грубо говоря, бесплатно 200 тысяч жетонов Альянса, 18 тысяч алмазов, 6 общих фрагментов героя и небольшое количество кристаллов огня и ускорения. Ну и, конечно же, скин. Огромный рог. Его же надо улучшать, а лишним процент в виде атаки войск мне явно не будет. Поймите суть. Эта игра строится из мелочей, а из таких мелочей и получается по итогу неплохой итоговый результат – накопление ресурсов. Вы можете и первое место занять. Все будет зависеть от вашей жадности, как говорится. Но мне места топ-3 5 будет достаточно. Ну что, друзья, вот такой секрет я вам сегодня рассказал в сражении альянсов. Надеюсь, что этот совет вам будет полезен и поможет вам вырваться вперед. Не забывайте про наш розыгрыш 5 сертификатов на 499 ледяных звезд. Он стартует, как только мы достигнем отметки в 3000 подписчиков на YouTube-канале. Так что активнее подписывайтесь и зовите друзей. А еще напоминаю, что у меня есть телеграм-канал, где я делюсь дополнительными фишками, новостями и обсуждаю с вами все, что связано с Whiteout Survival. И не только. Помимо этого, я стараюсь оперативно выкладывать новые подарочные коды от администрации. Ссылка на телеграм-канал в описании. Присоединяйтесь. Я буду рад каждого из вас видеть. А на сегодня все, ребята. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока.